Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу сделать расклад, который делаю уже на протяжении, там, я не знаю, как минимум 3 лет точно, а может быть даже и больше. Расклад, который называется «Чему вы научились за первые полгода». Всегда в начале каждого года я делаю расклад на планы, цели на этот год, да, чему нужно будет научиться. И потом периодически, каждые полгода мы это отслеживаем. То есть, как правило, первые полгода, да, чему научились, что поняли, что осознали. И потом подводим итог в конце года, опять же таки, да, чему научились. Я говорила неоднократно, что очень важно, очень полезно отслеживать свой рост, свой прогресс, чтобы не уходить в иллюзии. Да? Почему? Потому что если нету каких-то ощутимых результатов, да, то есть, видимо, что-то мы делаем не так. Поэтому результаты, они должны быть. И здесь вопрос не в том, что они большие либо маленькие, а именно то, насколько то, что вы получаете, оно, во-первых, удовлетворяет вас, оно улучшает качество вашей жизни, да, и вы становитесь, не знаю, счастливее, мудрее, в зависимости от того, какие цели вы себе ставите. Но результаты должны быть всегда. Пускай маленькие, но они должны быть. Если их нету, значит, надо что-то менять. Что-то мы делаем не так, либо что-то мешает этому. Поэтому такие расклады, они всегда направлены на то, чтобы отслеживать свой прогресс. Позиции вы видите перед собой. Мы давайте сразу приступим. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Чему вы научились единички за первые полгода? Рыцарь сосудов. Вы, во-первых, вы как будто бы исцелились, да? По-моему, в одном из раскладов я уже говорила, у вас было исцеление на эмоциональном плане. Вот здесь вы изменились в чем? Во-первых, вы стали более открытыми, более общительными, более коммуникабельными. И это связано с тем, что было что-то проработано внутри вас, что-то исцелилось, какие-то травмы, какие-то моменты психологические, может быть, да, что-то поменялось в вашем характере. И, как следствие, вы стали более открытыми, первый момент. И второй момент, у вас появилось желание двигаться дальше, да, то есть вы, даже скажу больше, не только желание, да, вы начинаете уже, начали уже свое движение вперед, где-то в чем-то вы уже получаете какие-то маленькие результаты, но вы ощущаете 100%, что ваша жизнь, она изменилась, она стала другой, вот как будто бы обновление произошло, вот этот вот апгрейд, вы его чувствуете, что конкретно вы изменили в себе, вот в своем каком-то характере. Ну, аркан повешено. Что-то, возможно, мы здесь пересмотрели какие-то свои позиции, что-то узнали, может быть, новое о материи, что-то узнали новое о себе. Здесь однозначно какие-то новые взгляды в вашу жизнь появились. Где-то, возможно, в каких-то моментах вы поставили для себя какие-то новые цели и осознали, что в чем-то может быть необходимо себя сейчас ограничить, но это во имя чего-то большего, что я получу чуть позже, да, то есть вот, возможно, сейчас надо приложить какие-то усилия, и чуть позже я получу результат, да, возможно, сейчас надо вложиться, и я получу результат, сейчас надо немножечко подождать, потерпеть, и я получу результат, но это не иллюзия, это не то, что мы себе придумываем, а так оно и есть. Но здесь идет задел на какую-то перспективу, на что-то такое большее. Что именно вы здесь в себе пересмотрели? Вопросы именно изобилия, да, вопросы наполненности, вопросы вообще понимания, насколько этот мир изобилен, и если я что-то не получаю, почему у меня нету сонастройки с этим изобилием, да, почему я выбираю дефицит, недостаток, ограничения, а не выбираю именно моменты достатка, моменты изобилия, счастья, радости, да, то есть здесь человек, возможно, я не могу сказать, что здесь были какие-то, как-то копнули глубоко, а здесь как будто бы это было следствие вашего какого-то развития, да, то есть это естественный процесс, вы так или иначе в этом направлении двигались. И, возможно, вы получили здесь какую-то информацию, которая подсветила вам какие-то моменты внутри себя, да, И вы стали обращать больше внимания именно не на то, что вам не нравится, а наоборот к тому, к чему вы хотите тут прийти, к чему вы тут хотите прийти. Ну, королева кубков, да, вы хотите прийти
к любви, к наполненности, к чувствительности. Плюс ко всему именно идти, скорее всего, по пути своей интуиции, по пути вот как-то на гребне волны, да, вот словили, и потом стараться придерживаться этой волны, не упасть, то есть балансировать, как это то слово называется, как аналогично слово балансировать забыла. Вот так это движение, вот такое, да, как змейка. Ну, в общем, быть на гребне волны, вот, и желательно не отклоняться от этого, да, то есть не падать, не выпадать из своего вот этого вот состояния именно изобилия. То есть здесь не просто какое-то состояние, а здесь конкретное состояние счастья, наполненности. Вы знаете, как лавировать, вот, вспомнила слово. Словили волну и не хотите падать с нее, да, то есть здесь вы будете прикладывать усилия не для того, чтобы удержаться на ней, а именно для того, чтобы найти вот этот вот баланс, да, таким образом, чтобы быть на гребне волны. Что еще вы здесь в себе проработали? Ну, аркан смерти, смотрите, великий аркан выпадает, да, очень какой-то серьезный момент здесь в вашей жизни, потому что я сказала изначально, да, перерождение. Вы действительно переродились, вы действительно как будто бы здесь не то, чтобы вам был дан шанс на вторую жизнь, а здесь как будто бы, знаете, человек, который приходит к каким-то глубоким осознанием, пониманием, и у него меняются взгляды на жизнь. И это как раз, с одной стороны, способствует как будто бы новому рождению, а с другой стороны, вот ваша жизнь, она становится какой-то более качественной, что ли. Но это не случается так, знаете, вот по взмаху волшебной палочки. Такое ощущение, что вот вы как будто бы очень долгий путь прошли в своей жизни, прежде чем наконец-таки поняли, что вот все оказывается элементарно, все оказывается просто. Вот просто бери, да, как говорится, и живи счастливо. Но вот чтобы понять вот это, вам пришлось пройти огромный-огромный путь страданий, опыта, уроков и так далее, чтобы в конечном итоге сказать, а в жизни вот все просто, да, просто хочешь быть счастливым, будьте. И если бы вы раньше себе этого говорили, вы бы не понимали, вам нужно было все объяснить, как-то вот включить свой мозг. А сейчас вы понимаете, да, то есть здесь вы как будто бы человек, который обрел какую-то мудрость, его взгляды поменяли в жизни. Еще чему вы научились, но это вот как следствие многих лет. А чему научились за первые полгода? Увидели свои теневые аспекты. Какие конкретно, да? Здесь даже не показывается, какие конкретно. Здесь говорится о том, что вы отрезали какие-то привязанности к чему-либо, кому вы тут были привязаны к каким-то ситуациям, да, либо трудностям. То есть смотрите, здесь что произошло. Вот в контексте вот этого пересмотра, да, в вашей жизни вы как будто бы поняли, что трудности, с которыми вы сталкиваетесь на пути, это всего лишь, вот, по дьяволу, это всего лишь искушение, проверки. И вот вы как будто бы по-другому стали относиться к этим проверкам. То есть если раньше, возможно, вы эмоционировали, как-то реагировали очень болезненно, проживали там, я не знаю, раздражали, что-то вас злило, то сейчас, когда вы видите, что идут какие-то проверки, здесь ощущение того, что вы просто улыбаетесь и говорите, ну окей, к нам приехал ревизор. Ну, давай посмотрим, что и как, пересмотрим, где, на что мне нужно обратить внимание. Здесь, знаете, вот какое-то более добродушное стало отношение, более такое спокойное, ну вот мягкое. То есть вы как будто бы стали принимать жизнь, да. А вот раньше вы боролись, раньше вы сопротивлялись, а сейчас у вас больше принятия приходит в жизни. И вот здесь вот получается так, что восьмерка сосудов говорит о каких-то внешних преградах, внешних трудностях, которые вам даны для чего? Как проверка, да, сможете ли вы дальше двигаться по этому пути, который вы выбрали, да, либо вы от него откажетесь. То есть насколько вам хватит смелости, храбрости, отваги, чтобы продолжать двигаться, да, посмотреть своим страхом в глаза
И сейчас вы уже спокойно смотрите своим страхом, да, здесь может даже кто-то уже ведет какой-то внутренний диалог, когда видит, что чего-то боится, говорит, ну вот, окей, опять боюсь, хорошо, да, я понимаю, что мне страшно, что будем с этим делать? Будем бояться, либо будем как-то вот решать эту ситуацию? В большинстве своем случае вы говорите, ну хорошо, давай будем решать. Но такое ощущение, что вот вы как будто бы подружились сами с собой, подружились с этим дьяволом. И это как раз-таки и указание идет на осознанность. То есть дьявол, который возвысился над своей природной, над своей животной природой, да, вот именно страхов, инстинктов, вот этих вот эмоций, и включается уже верхняя часть человеческая, разумная, да, когда человек уже управляет своими эмоциями в контексте чего? Он не говорит о том, что нет, все, у меня больше нету страхов. Это иллюзия. Он просто говорит, что окей, теперь я понимаю, как с этим жить. Да? Человек, который принял, да, есть у меня страхи, да, есть недостатки, да, я это все понимаю, есть какие-то убеждения, привязанности, да, это классно, это здорово, это часть меня. И я теперь понимаю, как мне с этим жить. Здесь вот какие-то такие очень глубокие осознания пришли к вам. Еще чему вы научились за последние полгода? Любви. Вот как бы не казалось странным, да, любви, то есть наконец-таки не то чтобы поняли, а вы как будто, вот еще расскажу, вот эту вот волну любви, вы ее словили, вы ее как-то прожили, да, то есть здесь у вас не головой было, и вот раньше вы хотели понять, допустим, вот меня любит человек или нет. А сейчас вам это не нужно понимать, да, сейчас вы это чувствуете. То есть если вы чувствуете, значит вас любят. Если вы не чувствуете любви рядом с каким-то человеком, ну, значит вас просто не любят. Ну, то есть здесь все настолько стало просто, все настолько стало понятно, ясным, просто убралось много какой-то шелухи, чего-то такого лишнего, да, и опять же таки, если вы понимаете, что вас кто-то здесь не любит, дьявол, да, проверка, вы говорите, окей, ну не любит, значит, не мой просто человек, да, идем дальше. Это не знаю, раньше вот вы бы как будто вот копались, разбирали, что не так со мной, сейчас вы не будете это делать, вы понимаете, что просто не любят, и это ничего страшного, это часть жизни. И я приму это, и пойду дальше. Что-то будет, что-то ждет меня хорошее впереди, обязательно, да, не будет этот человек, будет какой-то другой человек, а никого не будет. Есть я у себя, понимаете, вот здесь какая-то такая расслабленная позиция, такая приятная, вот обволакивающая, вот столько много идет от этой позиции, не знаю, любви, иногда люди это называют мудростью, но вот много света идет от этой позиции. Прям вот, знаете, человек, который научился наконец-таки жить в принятии, да, то есть и здесь я не могу сказать, что человек, который полюбил себя, а здесь человек как-то вот принял свои грани, которые у него есть, да, принял, объединился со своими субличностями, если так можно сказать, и говорит, окей, команда, теперь мы живем все вместе, да, да, конечно, где-то мы будем ссориться, да, где-то у нас будет разногласие, но мы команда, и если мы не будем жить сообща, мы не сможем наш сосуд, да, наш, вот этот вот, нашу машину, если так можно сказать, под названием тело, передвигать по этой жизни. Поэтому мы должны жить сообща, даже если есть какие-то разногласия. То есть здесь вот что-то такое, вот этому вы научились. Вообще классно, здорово. Я вот прям очень рада за вас, единички. Потому что, знаете, это вот вы у меня как будто бы последние, вот сколько я могу себе отдать отчет, да, по времени, ну, не знаю, последние года 2, наверное, да, такое ощущение, что вот вы как будто встали на путь осознанности, просветления, что-то такое. Потому что очень здесь такие высокие вибрации, и это очень радует. Так, позиция номер 2. Двоечки, смотрим вас. Чему вы научились за первые полгода 2024 года? Чему вы тут научились? Вы научились двигаться, да? Позитивная здесь, позитивная радость. Вот вы как-то несете эту радость, это движение, хочется сказать, в массы, подогреваете, мотивируете как-то людей. Угу. Вы как будто бы, знаете, нашли баланс. Вот тоже так интересно, если в первой позиции там шло некоторой степени, ну вот в сторону как-то вот просветления, прям вот
сложно слова использовать, но как человек как будто бы понимает самый главный смысл в жизни. Да? Вот, если человека спросить, допустим, по первой позиции, ты счастлив, он скажет «да». И он не будет объяснять, он будет просто улыбаться. И это будет видно. И не нужно будет никаких вопросов, он светится изнутри. То здесь вот по второй позиции человек как будто бы нашел некий такой баланс между духовным и материальным. Насколько это так, я сказать здесь не могу, но в любом случае, вот в том состоянии, в котором вы сейчас пребываете, да, вот в этом равновесии, может быть, на какой-то период времени вы словили это равновесие, почувствовали его, прожили. Это вот настолько вас наполнило, что это придало вам, наконец-таки, сил для того, чтобы двигаться по жизни. Возможно, раньше у вас были какие-то вот какая-то дисгармония, да, несогласие внутри с самим собой. Вы не знали, что выбрать. Знаете, как человек, который находится в растерянности, да, я не знаю, и к умным, как обезьянка, да, и к умным пойти, либо красивым. Вот куда? Я же не могу раздвоиться. А вот здесь вот такое ощущение, что наконец-таки вы осознали, что обезьянка и умная, и красивая. И если кто-то с этим не согласен, это проблема другого человека, а не обезьянки. И вот от счастья, да, вот эта вот обезьянка, что она наконец-таки поняла, что она может быть одновременно и умной, и красивой. Здесь не надо ничего выбирать. Она может быть и такой, и такой. Вот это вот ее настолько наполняет здесь энергия, у нее появился прилив сил. И вот она хочет к чему-то там стремиться, что-то делает, да, вот очень много позитива. Возможно, вы очень много разговариваете с людьми, общение, коммуникация. Здесь, знаете, как это, фигура тут, фигура там, вот все хочу успеть, все хочу сделать, но это вот прям на такой энергии драйва, на такой вот огненной классной энергии. И на самом деле это такая энергия здесь по этому аркану умеренности, баланса. Вы, наверное, долгое время такое не ощущали, потому что все время были какие-то качели, метания, а вот такого состояния у вас не было. И вам это очень-очень нравится. Как вы пришли к этому состоянию, башню, ну, пришлось многое, что в себе менять, разрушать, менять в своем как-то сознании. Пришлось как будто бы принять, смириться с тем, что очень часто вы убегали от решения каких-то задач, да, закрывались, как-то отстранялись от других людей, ждали, когда ситуация, может быть, сама развернется. То есть здесь у вас появился как будто бы стимул самостоятельно двигаться по жизни. Вот, знаете, здесь человек как-то вышел из возраста подростка и превратился, знаете, в такого юношу, либо девушку самостоятельную. Есть человек, который вкусил опыт самостоятельности. Вот это ему так понравилось, драйвово. Такое ощущение, знаете, как молодой человек, либо молодая девушка впервые куда-то там поехали, не знаю, самостоятельно за границей, да, это купить билеты, там, поехать в аэропорт, не знаю, найти билет, этот самолет, да, пройти чек-ин, зайти в этот самолет, прилететь в какое-то место, общаться с людьми на иностранном языке, это все новое, это да, это может быть как-то страшновато, потому что это все впервые, но это так драйвово, то есть, знаете, вот как будто бы впервые ребенок куда-то поехал самостоятельно, причем поехал очень далеко, и для него это вот прям открытие, не знаю, открытие мира, открытие жизни, вот что-то такое. И вот это вот вы с этим работали. Здесь вот какое-то такое взросление самостоятельности. Могу сказать, что вы вкусили. Да, самостоятельность. Вот в этой самостоятельности по королеве Пентаклей вы наконец-таки поняли и осознали свою ценность. Да, вам вот как будто вы, знаете, понравилось, может быть, кто-то впервые начал ухаживать за собой, да, ну, то есть, не знаю, может быть, возраст пришел, да, и женщина как-то стала больше обращать внимание на свои морщинки и стала как-то больше ухаживать за своим лицом, делать какие-то там масочки, ботокс, не знаю, в общем, какой-то уход за собой, там, за своими волосами, за своим телом, и ей стало это нравиться, и она как будто бы поняла, что вот как классно, здорово, да, когда вот я не жду ни от кого ничего,
что вот, допустим, кто-то возьмет меня за ручку и отведет меня в спортивный зал, да, либо возьмет меня за ручку и отведет меня на какое-то хобби, там, да, в какую-то секцию. Нет, я это сама делаю, это классно, это так здорово, что, оказывается, я могу решать, оказывается, я могу что-то выбирать в этой жизни. Вот здесь вот человек вот прям вкусил это, и ему так это понравилось. Оказывается, как это здорово иметь выбор. И почему я раньше, да, так не поступала, почему я раньше не выбирала, почему мне казалось, что вот кто-то за меня выбирает, там, высшие силы, еще что-то. Оказывается, здорово выбирать самостоятельно. Вот такую жизнь, либо вот такую, вот это сделать, либо вот это. То есть раньше вы убегали от выбора, да, и было вот очень часто такое состояние, что я не знаю, что выбрать, какая-то вот неопределенность. А тут вы как-то повзрослели и попробовали самостоятельность, попробовали ответственность, и вам это понравилось. А это не является для вас грузом, да, это наоборот вот какой-то интерес включается. Именно поэтому, да, вот это вот примирение, которое у вас появилось, оно и сделало... ну, поспособствовало вот какому-то рывку, движению, да, здесь вот как прорыв какой-то совершили, и ощущение того, что вот те перемены, которые с вами произошли здесь, да, вы сами удивляетесь, сами удивились самим себе, своим силам, своим каким-то потенциалом, возможностям, то есть здесь такой, знаете, человек, который сам от себя не ожидал. Вот что такое как-то, ну, как-то какое-то такое удивление. Мне такой здесь не очень-то хороший пример показывает, поэтому я не думаю, что я его буду говорить. Может быть, неприятный, хотя он такой, знаете, вот милый, забавный, когда маленькие дети, там, я не знаю, ну, может быть, годик, может быть, полтора, да, впервые начинают понимать свое тело, узнавать. Вот они иногда, знаете, вот подходят к зеркалу, да, начинают себя щупать. Вот. Особенно если это мальчики, да, трогают свои гениталии, им это кажется, вот вроде бы это их, да, потому что они это ощущают. И с другой стороны, это вот как будто бы что-то такое чужое. Вот, и они удивляются, что вот, а что это такое, это тоже есть, да, либо опять-таки маленький ребенок, да, вот он может быть пукнуть и удивиться от самого себя, да, от этого звука, ну, то есть, почему? Потому что до этого он как-то не было еще слияния с телом, осознания, что у него есть тело, сознание есть, а принять вот тело, что есть тело у ребенка, ему это сложно, поэтому вот в первые года, когда он только начинает понимать себя, очень часто дети себя щупают, разглядывают в зеркало. Им это вот кажется чуждо, вот это вот тело, да, это как будто бы не они. Вот здесь примерно такой же, да, то есть человек, который заново с собой познакомился, потому что он принял, вот он примирился, да, вот эти вот части духовности и материи. А у вас было все время как-то либо в сторону духовности, либо потом в сторону материи, а теперь вот вы как-то примирились, и это оказалось здорово, что не нужно что-то выбирать, а можно соединять и то, и другое. И вот у вас как будто бы открылись какие-то новые перспективы, новые состояния. И вот вы удивлены от того, что а разве так можно было? Ой, а как здорово, как классно. То есть вот здесь вот такие вот энергии идут, прям очень нравится. Они забавные, они вот как будто, вы знаете, немножко детские, но в этом и есть прелесть, да, что независимо от того, сколько вам лет, что здесь человек, который умеет еще удивляться чему-то в этой жизни, значит, он живой. То есть люди стареют тогда, когда они устают от жизни. Старость приходит тогда, когда тебе уже ничего не интересно, когда ты не способен воспринять что-то новое, когда ты не способен чему-то удивляться, чему-то радоваться. Вот тогда приходит старость. А здесь этой старостью вообще и не пахнет. Да? Здесь вообще какое-то такое детство, хочется сказать, играет. И это классно, это здорово. Это вот прям живая такая весенняя энергия здесь, да, когда человек бегает как будто по полю и говорит, ой, как классно, оказывается, у меня и ноги есть, а я, оказывается, и прыгать могу, и еще умею и кувыркаться, и это, и вот это вот прям, вот этот задор, он такой классный, он способствует здесь прям такое обновление, что ли, в энергиях, не знаю, что здесь произошло, может быть, не знаю, кто-то зимой чистками какими-то занимался, да, блоки все свои какие-то убрал, и вот его так, это, знаете,
хорошо прилила этой энергии, такой вот прилив энергии, такой вот прям волной такой классной накрыла человека, что он в драйве и удивлен самому себе, да, вот тому потенциалу, тому резервуару энергетическому, который он скрывал в себе. А это значит, что на этой энергии он может строить очень многое в своей жизни и добиться очень многого. Главное, чтобы он продолжал действовать. Еще чему вы научились за первые полгода? Луна. Вот здесь кто-то познакомился со своими, то, что я уже сказала, страхами. Но здесь даже не страхи нет. Здесь вы не страхами познакомились, я бы сказала так. Здесь некое такое бессознательное. Вот он и аркан влюбленных. Смотрите. То, что я говорила, научились делать выборы и получать от этого удовольствие. То есть здесь, возможно, ранее вы не понимали, что значит вообще выбор. Да? Если у человека свобода выбора, а если есть, то для чего она дана и как вообще ей пользоваться. И причиной этому всему здесь по Луне, да, были какие-то третьи факторы, да, что есть, либо люди как-то передавали вам искаженную какую-то информацию. То есть здесь вообще очень было много искажений по поводу выбора. Было очень много неопределенности в вашей жизни. А сейчас вот, ну, непонятности, да, иллюзорности какой-то. А сейчас вот как будто бы ситуация прояснилась. Не потому, что она сама по себе прояснилась, а вот потому, что внутри вы изменились. Внутри пришло вот это вот примирение с самим собой. Такое ощущение, что, знаете, как вот человек открывает для себя Америку. И вот это вот открыл для себя Америку, это всегда бывает в каких-то деталях. Знаете, вот ролики бывают в интернете, когда подписаны эти ролики такими словами, как во сколько вы узнали, что, например, бутылку нужно открывать вот так, да? Либо а вы во сколько лет узнали, как правило, там люди взрослые уже, да, что оказывается, это надо было вот так зашнуровывать, да, какие-то там, ну, обувь свою, либо еще что-то. Вот здесь вот такое, знаете, человек жил, и потом в какой-то момент он понял, как вот открыл для себя Америку, что оказывается, а можно было вот так. А почему я жила в ограничениях? Почему я не знала, что можно вот так? Там, например, все время ездила там, в отпуск вот в такое место, а оказывается, можно было и не платить, да, а можно было там, я не знаю, как-то выиграть что-то, да, какую-то путевку. А что, оказывается, можно было так? Да, для этого надо было просто подать какую-то заявку, да, поучаствовать. Вот что-то такое. А здесь вот человек просто он чего-то не ведал. И он не смотрел в направлении того, чтобы что-то новое понять для себя, открыть, расширить свои горизонты. То есть человек узко зашоренно смотрел, да, вот туннельным своим зрением и не видел дальше, как говорится, своего носа. А сейчас он увидел. И это, знаете, как было плохое зрение, а потом вдруг сделали операцию, и человек хорошо увидел. И вот он так смотрит, все рассматривает, ему так это интересно, он удивляется и говорит себе: о, как здорово, оказывается, можно жить и вот так, да, оказывается, можно и по-другому, можно и без очков. Вот, что-то такое. Здесь, кстати, у кого-то действительно либо улучшилось зрение, либо какую-то операцию сделали на зрение, и, как следствие, тоже улучшение зрения. Ну, то есть зрение, оно не всегда ухудшается. Есть и случаи, вот вы такой пример, да, когда зрение может улучшиться. Ну, либо технически, да, через операцию, либо действительно благодаря тому, что вот что-то вы увидели ясно, ярко, стали желать видеть свое будущее, свои перспективы, и зрение, как следствие, улучшилось. Вот такой был второй вариант. Ну, вот вообще классно, здорово, мне так нравится, такие молодцы. Ну, в принципе, по двойкам здесь понятно было, да, что у вас перемены. В принципе, я на это и указывала. Ну, молодцы, молодцы. Вообще расклад мне нравится, по крайней мере, до этого момента. Сейчас мы посмотрим троечек, чему вы научились, да, за первые полгода. Троечки, чему вы тут научились за первые полгода? Здесь какая-то
настороженность идет, знаете, как человек, который как будто бы после какой-то травмы, после операции, либо после того, как, я не знаю, была сломана нога, и вот он заново гипс сняли, и вот он заново, самостоятельно, без костылей делает какой-то первый шаг. И вот он такой, знаете, очень аккуратно наступает на эту ногу, да, потому что остался отпечаток, может быть, даже страх, что вдруг будет больно, да, вот от этого пути, либо вдруг, там, не знаю, заново подверну ногу, сломаю. И вот первые шаги, они такие настороженные, они очень аккуратные, они очень такие, знаете, внимательные, и здесь человек, он как будто бы сфокусирован вот на... Вы знаете, идет и смотрит себе под ноги. Вот мы говорим, да, смотри под ноги, чтобы не упасть, не смотри вдаль, вот смотри вот сейчас. Вот как будто бы здесь человек научился жить в некоторой степени одним днем, если так можно сказать, вот сейчас, да, вот посмотреть сейчас под ноги, чтобы аккуратно, да, чтобы ничего не было такого болезненного. То есть здесь человек не боится, а он как будто бы вот заново восстанавливается в жизни и начинает совершать первые шаги. Да, двойка кубков, видите? Человек идет к примирению с самим собой. Вот у него это новый путь какой-то, он только вышел на этот путь, поэтому он еще и настороженный, он аккуратный такой, он очень внимательный. Но при этом человек здесь обрел какую-то внутреннюю опору в себе, да, внутренний стержень. То есть невзирая на эту внимательность, да, и аккуратность, это не говорит о том, что у человека нет внутреннего стержня, и он так может легко, как говорится, без боя сдаться, если вдруг кто-то на него нападет. Нет, то есть невзирая на то, что маленький здесь какой-то такой серенький зайчик, если вдруг нападет лев, да, либо еще какое-то большое животное, он сможет дать отпор, да, он сможет убежать, и он сможет еще даже за себя постоять. То есть здесь силы у вас немерено, у вас много силы, у вас есть сила воли, сила духа. То есть вы вынесли какие-то уроки из перипетий жизни, которые вы вот только-только вышли. И если надо, знаете, вот хочется сказать, с одной стороны, ощущение того, что вот вы как будто бы, знаете, травмированы и в некоторой степени как оголенный нерв, и вот если к вам прикоснуться, да, то вас можно, конечно же, ранить, вы очень чувствительны сейчас. Но с другой стороны, это не говорит о том, что вы не сможете дать отпор, что вы не сможете себя защитить. То есть здесь вот как-то сила, но эта сила, она какая-то такая, знаете, прям очень много такой энергии, но вот мне показывают, как будто бы, знаете, как колючую проволоку, и вы идете вот вдоль забора с колючей проволокой. И если вдруг вам понадобится, да, вот какой-то такой случай, вы сможете перепрыгнуть эту колючую проволоку, даже если вас ударит сильно током. То есть вам хватит силы, храбрости, вы это сделаете, и велика вероятность, что с вами, ну, ничего такого особенного и не произойдет. Да, будут ожоги, но вот вы как будто бы с этим справитесь, но при этом вот вы как-то вот настороженно идете вот вдоль этого забора. То есть вы научились после вашего падения, здесь было какое-то падение, оно было очень болезненное, вы собрали заново себя по кусочкам, вы себя заново воссоздали, вы стали сильнее духом, но вот при этом здесь какая-то несостыковка идет, понимаете? Вот мне показывает что-то такое стеклянное, хрустальное, то есть слишком ранимое, слишком чувствительное. А с другой стороны, вот такой вот хрустальной оболочки, такой вот, знаете, дух прям сильный-сильный. Ну вот что-то такое. И вот вы сейчас начинаете путь. Еще чему вы научились? Но вы выстроили заново свою вот эту вот систему ценностей, да,
вот этот фундамент для себя, ту опору, которая вам будет помогать в дальнейшем. Здесь, знаете, как человек настолько закалился, что ему абсолютно все равно, будет рядом с ним какой-то другой человек, семья, либо еще что-то, либо он будет идти по пути одиночного воина, то есть ему и так будет хорошо, и так ему будет комфортно, он и так справится. То есть здесь вот прям какая-то такая очень уверенность, мощь есть у человека. И при этом он готов выходить на другой уровень. Вот мне почему-то здесь показывают все время каких-то спортсменов, воинов. Знаете, когда спарринг именно в боксе, да, и вот соперники друг другу настолько мощные удары нанесли, да, что где-то там губа крови, да, глаз заплыл, и вот вроде бы спортсмен уже там наполовину видит одним глазом, да, уже лицо кровью затекло, но он все равно встает, находит в себе силы и идет соревноваться, да, вступает в этот бой, да, победного, потому что вот есть вот эта вот сила духа, да, потому что я спортсмен. Вот как-то по-другому, на что-то меньшее я здесь не согласен. И вот эта вот сила, это то, чему вы научились. То есть здесь человек как-то, не знаю, то ли прокачал свою силу, мы спрашиваем, да, чему вы научились. То ли вы прокачали свою силу, то ли вы восстановили свою силу, то ли вы, в общем, вы здесь стали сильнее, то ли вы взаимодействуете с какой-то силой и научились здесь ощущать, вы стали мощнее, вот прям масштабнее, глобальнее. Но при этом вот ваше чувство справедливости, оно никуда не ушло, да, то есть вы, имея какое-то преимущество перед другими людьми, вы все равно не будете этим пользоваться, да, во вред другому человеку. Вот здесь вот как будто бы какая-то вот доблесть, добродетель и сила, вот три составляющие, и это то, что у вас есть, и вы вот с этим как будто бы учитесь заново жить. Опять же, как я люблю говорить тройкам, да, практикам, люди вышли на другой уровень, получили дополнительные ресурсы, дополнительные силы, и сейчас с этим учитесь взаимодействовать. То есть поэтому вы боитесь, что а вдруг я что-то сделаю не так, и вы боитесь не за себя, вы боитесь за других, что не дай бог вы их разрушите, не дай бог вы не сможете справиться со своей силой, и ваш удар будет намного сильнее, чем вы представляете себе, чем вы можете рассчитать траекторию удара. То есть вот здесь как-то так. Если говорить термином электронных игр, да, знаете, как-то вот прокачали своего героя по его скиллам, и вот он прям вот стал такой несокрушимый, непобедимый, что а с кем теперь сражаться, да? Вот что-то здесь такое. Хорошо, еще чему вы научились за первые полгода? Вы открыли для себя какие-то новые горизонты. Полностью, вот я говорю, здесь вы еще не определились, да, вы начинаете двигаться. Это не говорит о том, что у вас есть готовая траектория, по которой вы пойдете, да, готовый вектор. Здесь, скорее всего, знаете, вот как такой пример, знаете, как в фильмах показывают, освободился от мест не столь отдаленных, да, человек вышел на свободу, и все. И он сам себе предоставлен, и перед ним открыты все дороги. Куда он пойдет, что он будет делать. Его никто не ждет, его никто не... Как-то, знаете, нет никакой поддержки. Вот все будет зависеть от человека, насколько он сможет адаптироваться. Да? Вот все горизонты, здесь все дороги действительно открыты. Здесь нету закрытых дорог. Здесь есть возможность вам предоставлена выбирать, куда вы пойдете, что вы хотите. Вы эти горизонты почувствовали, и видите, опять-таки экипаж выходит. Вы чувствуете себя на этом пути маленьким ребенком, потому что это новая какая-то энергия, да, зарождающая. А поскольку она еще не, как-то вы не умеете еще хорошо ей управлять, да, вы как будто бы методом проб и ошибок стараетесь наладить контакт
самим собой и посмотреть, насколько велико будет ваше влияние на ту реальность, которую вы себе будете создавать. Ну, то есть, знаете, допустим, как человек прокачал умение работать с реальностью, да, то есть ее изменять под свои собственные желания. И вот человек как будто бы научился этому, да, ну то есть практиковал, у него стало получаться. Теперь его задача выйти в мир, да, то есть жить с этим качеством, с этим умением и использовать его, и смотреть. И вот он аккуратненько пробует внедрять в жизнь свои умения, вот, и сказать, что вот есть какой-то конкретное понимание, в какой сфере это можно применить, нет, у человека нет. Но в процессе именно проб и ошибок, да, человек поймет, что вот здесь можно, а вот здесь нет, это дозволено, а это нет, это разрешено, а это запрещено. Но это пройдет с процессом. Сейчас вот вы находитесь вот такой стадии именно познания этого мира, именно через силу любви, да, то есть вы как будто бы еще прислушиваетесь к своим эмоциям, к своим состояниям, здесь такое. Еще чему вы научились за первые полгода? Ощущение того, что то, что вы хотите получить, можно получать без каких-либо тревог, беспокойств, то есть с миром, и можно взаимодействовать, знаете, как творец, но в спокойном состоянии. То есть то, что хочешь получить, ты можешь это получить, используя вот эту вот свою силу творения, не через беспокойство, страхи и неуверенность, не сражаясь, не отстаивая, а как-то вот по-другому. Вот вы для себя поняли, как по-другому можно получать те результаты, которые я хочу. Угу. Вы ощутили себя наконец-таки победителем. Угу. Вот вы как будто бы для себя открыли путь, как вам дальше двигаться по жизни. Да. Видите, по справедливости. Ощущение того, что здесь человек как будто бы закончил какое-то обучение. Закончил какую-то школу, ну, не знаю, например, там, закончил магическую школу, все, получил какие-то азы, да, в деятельности. И теперь вот он почувствовал уверенность, и он готов практиковать. Он не знает, к чему это его приведет, но у него есть готовность. И вот это вот ощущение того, что правильно, да, вот правильно. Здесь как человек от чего-то освободился. Вот не случайно идет, что человек выходит из тюрьмы. От чего вы тут освободились? Здесь как будто бы, знаете, от какой-то идеализации чего-то, что сдерживало вас от вашего пути. Я не знаю, может быть, это какой-то человек, да, с которым вы долгое время были, и вы идеализировали эти отношения, либо идеализировали эту работу, либо идеализировали какую-то систему, какой-то эгрегор, возможно, да. А теперь вы поняли, что это не так, и здесь идет освобождение от этого. И вы вот как-то освободились от... Здесь идет энергия невинности какой-то, но она идет в контексте наивности, да, то есть не реальности, а вот чего-то такого, какого-то такого экстаза, который не имеет почвы под ногами, понимаете, вот что-то здесь такое придуманное, выдуманное. Мне идет как некая такая, не знаю, невинность, что ли, чистота, но в негативном ключе, не в позитивном. Когда вот прям человек, например, не знаю, вот болеет болезнь там, микробов, и вот у него все вокруг стерильно, вот все настолько идеально, все чисто, просто потому, что он придумал, что он боится микробов, и они вдруг его убьют. Но здесь вопрос не в страхе, а вот именно вот какой-то вот идеализации. Вот все должно быть вот прям вот некая такая утопия. И ощущение того, что вот вы какое-то время жили вот в этой утопии, то есть вы в это верили.
там вы надеялись, там, я не знаю, что я смогу сломать систему какую-то, да, что я смогу что-то изменить. Например, там, я не знаю, вот взяли человека, я его смогу изменить, я могу показать ему мир лучше, и он поймет, что вот жизнь прекрасна, и вот мы заживем с ним. Вот какая-то такая утопия. В конечном итоге человек понял, что, блин, это невозможно людей менять. Если они сами не хотят, никто не может изменить другого человека. Ну, за исключением, я не знаю, какая-то там на грани жизни и смерти, что-то такое. Вот. Но, в принципе, люди не меняются, если они этого сами не хотят. Никто не может изменить другого человека. Если есть эта иллюзия, что я меняю другого человека, это просто потому, что другой человек вам подыгрывает. Либо он хочет, и поэтому вам кажется, что вы его меняете. Вот здесь что-то такое, и человек здесь освободился вот от этих иллюзий. И это вот какой-то вот груз с плеч ваших, да, спал. И это то, что забирало у вас очень много энергии. Это выкачивало из вас. А теперь, когда этой иллюзии нету, да, вот этой вот идеализации системы какой-то нету, какой-то стабильности, не знаю, может быть, вы выстраивали там в семье, да, какие-то ценности, что все вот прям вот так будет на протяжении всей жизни, у нас идеальная семья. А потом вдруг это все разрушилось, и наконец-таки вы поняли, что а я не хочу жить вот в этой вот всем таком искусственном. Я хочу вот как-то, ну, чтобы, не знаю, чтобы не было вот этой вот чистоты идеальной, да, чтобы приходил домой, там, ну, разлил кофе. Ну и хорошо, сказали, что это к деньгам, порадовались и все. Не надо трястись над этим, что вот нарушена гармония, нарушен какой-то баланс, либо там вот какой-то вот перфекционизм. Вот это все забирало у вас много энергии. Это все была какая-то мишура, и вы от нее сейчас избавились. И правильно сделали, и вот вы поэтому почувствовали приток энергии в виде какой-то силы. Да, да. Вы получили эти знания, вот она, Верховная Жрица. Вы получили эти знания, то, что вы раньше не могли понять, то, в чем вы не могли раньше разобраться, сейчас вы получили эти знания. А это аркан десятки сосудов. Десятка сосудов говорит о слиянии со своим высшим я, да, когда человек пришел наконец-таки к целостности. То есть, видимо, вот эта вот идеализация была камнем преткновения к тому, чтобы вы наконец-таки увидели картину целостной, такой, какая она есть, да, то есть пришли именно к единению с самим собой. То есть здесь, возможно, вот точно получили какие-то тайные знания. Либо инсайт был, либо, я не знаю, откровение какое-то. В общем, какие-то тайные знания, которые привели вас именно к состоянию счастья, наконец-таки, да. То есть вот когда сбросили вот это вот ненужное, вы поняли, что такое счастье, да. То есть счастье, возможно, это не то, когда ты покупаешь идеальные игрушки своему ребенку, а счастье, когда ты даешь ему палку, даешь какую-нибудь там, я не знаю, ленточку, и вот он там что-то придумывает, что-то привязывает, и он может часами сидеть играть с этой палкой, с этой ленточкой, а ты ему покупаешь там идеальные какие-то игрушки для развития, а он их даже и не прикоснется. Вот счастье это вот то, что я придумаю, да, то, что вот я сам себе соорудил. Счастье это когда ты под столом набрасываешь, скорее всего, на стол какую-то простынь, либо какую-то тряпку, и у тебя самый классный шалаш получается. Именно под столом ты сидишь, и ты радуешься, и ты счастлив. Вот в этом счастье, а не в том, что как-то вот там идеальную, давай купим ему палаточку, да, вот пускай он в ней играет, понимаете, вот здесь что-то такое, то есть вы как будто бы поняли, что есть что, да, то есть истину для себя какую-то открыли в чем-то, не в жизни, в общем, а в чем-то, и вот это вот вас наполнило, как будто бы что-то прорвало внутри вас, то, что затмевало, ну, был перекрыт какой-то канал, и отсюда у вас вот этот вот прилив энергии, силы, и вы двигаетесь вперед. Вот такой был у меня расклад сегодня. Пишите свои комментарии, я рада всегда их читать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, кто не подписан. Приходите на мои услуги. Вся необходимая информация под роликом по ссылке «Мои услуги». Кто подписывается впервые, да, на мой канал, новичкам добро пожаловать. Кто возвращается из старых, которые когда-то уходили, теперь снова вернулись.
Я снова рада вас видеть, это здорово, это прекрасно, что вы вернулись, и для меня это нормальный, естественный процесс, когда люди уходят с канала по своим каким-то причинам. Да? Есть причины, что человек понимает, я не дорос до этой информации, она мне непонятна, она мне неинтересна, уходит, что-то новое изучает, созревает, потом приходит, и ему все сразу становится ясно. Есть люди, которые уже переросли эту информацию, и они идут самостоятельным путем. Это тоже классно, это здорово. Движение – это жизнь, поэтому люди уходят, люди приходят. Это классно, я этому рада. Главное, что я прихожу в вашу жизнь на тот этап, который вам необходим. Да? То есть мы с вами взаимодействуем на том этапе, на том уровне, на котором вы готовы меня принимать, слушать, в чем-то с собой разбираться, чем-то интересоваться. А я прощаюсь с вами до среды, до следующего расклада. Всего вам самого наилучшего и легкой вам недели. Всем пока-пока.